Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш кармический гороскоп или как повлияла смена кармических лунных узлов и перешла в знаки рыбы девы именно на вас. Естественно, я буду рассказывать видео по декадно. Сначала буду рассказывать общую информацию для всех козерогов, потом для козерогов первой декады, второй, третий. И, конечно же, в конце я подведу итог, дам рекомендации, как прожить этот период, который для каждой декады козерогов будет совершенно разный. И здесь нужно понимать эту историю. Эмоции у всех будут абсолютно разные, и это нормально. Это не хорошо, это неплохо, это данность, с которой мы все имеем дело. Как говорится, карма – это результат всех наших прошлых действий, приведших нас к этому настоящему моменту. И да, ребята, если мы хотим что-то изменить, надо что-то делать. Просто так, или, как говорится, под лежащий камень вода не течет. Ну что, готовы? Поехали! Ребят, кто смотрел общее видео для всех знаков зодиака, те знают, что у нас именно сегодня, 12 января, кармические узлы поменяли знак. Если последние 1,5 года они находились на оси Овна-Весов, то сейчас они перешли в знак Рыбы, Девы, и на козерогов, конечно же, будут иметь влияние, подбрасывать те или иные задачки, с которыми необходимо будет мириться или же разбираться. И здесь уже выбор каждого. Естественно, основная такая большая мощная рекомендация для всех козерогов, вообще в принципе для знаков зодиака, даже если вы смотрите меня по Луне, по Солнцу или по асценденту, то здесь, конечно же, находиться в трезвости, да, то есть максимально реально смотреть на мир, на свою жизнь, убрать все иллюзии, убрать все зависимости, которые вас отвлекают от настоящей жизни, для того, чтобы в это интересное время как раз-таки принимать здравые решения, которые будут вам помогать. Не вредить, а помогать, для того, чтобы быстро реагировать, концентрировать свою силу, мощь и направлять в нужное русло. И да, ребят, конечно же, здесь про четкий план, решение, действие. Это, конечно же, абсолютно козерожья история. Если вы живете и смотрите этот гороскоп по Солнцу, тогда вы прекрасно понимаете, про что я говорю. Социальный статус, стремление, цели – это все характеризует козерожье Солнце. Если вы смотрите по асценденту, то тогда в вашей жизни вам необходимо принимать важные решения, быть ответственным и проявлять такие качества козерога для того, чтобы вам в жизни было гораздо легче, у вас все получалось. Если вы, наоборот, водолей и вы не любите никакие правила, никакие графики, сложности, да, то а асцендент у вас Козероге, тогда вам наоборот нужно прийти к стабильности, и тогда ваше Солнце будет проявляться. И, конечно же, если вы смотрите по асценденту, то тогда будет влиять именно как раз-таки на ваши партнерские отношения, моя характеристика, которую я буду давать. Ну и если вы смотрите это видео и у вас Луна является в Козероге, то тогда вы личность, которая постоянно стремится, скорее всего, не умеете отдыхать, не знаете, что это такое, либо не можете себе позволить, находитесь постоянно в напряженном состоянии, поработать, что-то сделать, как можно больше выполнить задач для того, чтобы быть полезным в этом мире, для того, чтобы заработать, для того, чтобы подняться в социальном статусе. То есть постоянное внутреннее такое состояние, которое закалено на достижение целей. Умеете отдыхать, умеете расслабляться, но все-таки эмоциональные события, которые характеризуются по Луне, тоже будут проигрывать, но больше в эмоциональном ключе, то есть вам будет этого хотеться, и ваши эмоции будут двигать вас вперед. Поэтому, ребят, посмотрите, как вы именно смотрите этот гороскоп. Конечно, я всем рекомендую жить по Солнцу, проявляться по Солнцу, активно двигаться, потому что когда мы реализуемся по Солнцу, мы получаем то самое внутреннее удовольствие, радость и счастье, которое нам как раз-таки необходимо для достижения других целей. То есть мы не просто отдаем все свои силы, мы, конечно же, еще и получаем очень много эмоций, и тогда какие-то
достигнутые козерожьи цели приходят как раз-таки нам больше в плюс, и нам хочется еще и еще. И когда уже, казалось бы, цели все достигнуты, хочется не просто материального, а хочется уже духовного. Это такая очень важная история, которая у козерогов на самом-то деле очень часто провисает. И да, ребят, я буду рассказывать и про социальную реализацию, работу, карьеру, статус в том числе. И статус у нас связан как и с работой, и с карьерой, и с финансами, так и в личной жизни, потому что для козерогов на ближайшие 1,5 года это тоже не просто звук, то есть кто-то обзаведется семьей, вступит в брачные отношения, и сменит свой социальный статус, и это тоже хорошо. Кто-то захочет завести потомство, это тоже хорошо, это нормально. Здесь не нужно понимать, что кармические задачи, они очень сильно естественно перекликаются с гороскопом годовым. Если вы уже смотрели, здесь важно понимать, что иногда мы очень часто хотим каких-то таких очевидных целей, которые присутствуют в материальном мире, но мы не можем к ним прийти, потому что нам необходимо по карме, в принципе, что-то сделать еще. Например, что-то где-то понять, что-то где-то разобраться, договориться, сказать нужные слова, разобрать у себя в голове. И тогда мы получаем вот это тот самый видимый, можно сказать, там, финансовый, ощутимый результат, который мы хотим. Например, как покупка недвижимости. Например, у козерогов есть такая история в эти 1,5 года приобретения новой недвижимости. Это как возможности, если вы идете туда, куда нужно, в своем направлении. А вот для какой декады козерогов я сейчас подробно расскажу. Но если подытожить весь мой разговор про козерогов, то на ближайшие 1,5 года у козерогов очень важная такая задача пожинать кармические плоды всех своих действий ранее и решать вопросики. Эти вопросики будут как гармоничные, так и напряженный. Напряжение будет, я вам не скажу, что не потому, что вы люди плохие, нет, просто потому, что пришло время подняться выше, разобраться с тем, с чем давно не разбирались, было страшно, не хотелось, откладывали в долгий ящик, не находили для этого времени, как-то момента нужного не подобрали, было сложно раскрыть свое сердце, было сложно признаться себе в каких-то вещах, или, например, ранее смолодушничали, а сейчас вот такое состояние, когда вроде как и хочется, но уже вроде как, наверное, опоздал, времени то, мне много лет, возможно, потому что есть очень много людей, которые считают, если вдруг исполнилось 40 плюс, то, что это уже все. Уже как бы ничего делать-то и не надо, ребят, вы чего? Это я хочу сказать, только вот молодость подошла к концу, в 40 плюс начинать нужно очень много активного, и вы поверьте, вот кто сейчас в возрасте находится до 40, если вы думаете, что в 40 у вас все вот самое активное закончится, нет, ребят, в 40 плюс начинается все самое интересное, все самое сильное, мощное, ну просто потому что до 40 вы обрели опыт и мозги, как минимум, да, а в 40 плюс вы уже начинаете вот этот весь свой мощный потенциал брать идти вверх, в гору, и получается гораздо серьезнее и массивнее. Поэтому здесь, дорогие козероги, у каждого свое. Поэтому садимся поудобнее. Можно себе налить что-нибудь вкусненькое, хотя я, в принципе, ненадолго постараюсь очень лаконично рассказать и начну с козерогов первой декады. Ребят, первая декада козерогов — это те, кто родился в декабре месяце. Здесь у вас настроение попозитивнее. В принципе, вот рожденные козероги в первой декаде, хотя вот все зависит, конечно же, от начинки натальной карты каждого отдельного козерога, потому что все-таки имеет большое место расположение планеты, в каких оно находится домах. Я, к сожалению, здесь вижу только общую картину по декадам. Если у вас свой собственный вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом оставляйте дату, время, место рождения, ваш вопрос. Я посмотрю именно вашу натальную транзитную карту и отвечу именно вам, что вам необходимо делать в эти 1,5 года для того, чтобы все получилось максимально классно. Естественно, да, если у вас есть к этому запрос, потому что я сейчас вам скажу, что вам нужно переехать, а вы мне скажете, а я вообще не планировал, да, зачем мне вот это нужно. Поэтому задавайте свои вопросы, будете получать актуальные ответы. Ну что, ребят, поехали. Козероги первой декады. У вас из
всех козерогов, которые вот сейчас есть у нас в арсенале, я могу так это сказать, да, у козерогов первой задачи декады задача как раз-таки достаточно сложная, эмоциональная. То есть смена кармических узлов, да, вот оси, как раз-таки сейчас вы ощущаете больше всего, эмоциональнее всего. То есть у вас такая внутренняя встряска, возможно, даже немножко такое депрессивное состояние, когда вот как-то вот лениво, хочется куда-то уплыть, в какие-то иллюзии, себя как-то вот обмануть. Если вот это связано с личной жизнью, да, то эмоции, переживания. Кому-то захочется уплыть в измены, чтобы только дома ничего не решать, потому что ничего не хочется. Настроение такое так себе, да. Кто-то хочет там уйти в какой-нибудь алкоголь, в том числе, потому что здесь еще такая мощная квадратура Нептуна. Ребят, соберитесь, не надо этого делать, потому что все иллюзии, но это такая сложная история будет, сложная история. Не нужно вот в это вот уходить. Лучше возьмите все свои страхи и переживания, которые есть, да, потому что у нас северный узел в ближайшие 1,5 года будет идти по знаку рыбы. А это самый иллюзорный знак зодиака. Знак, который любит все иллюзии, обманы, самообманы, любит создавать себе скелеты в шкафу, уходить в измены, уплывать в различные реальности. Поэтому здесь не поддавайтесь вот этим эмоциям, вот этому настроению. Очень сильно захочется залениться, ничего не делать. Скажу, что вот это сейчас только зимой будет и весной 2025, но летом уже, конечно же, скажу, что там придет рядышком уже Сатурн, который будет делать квадратуру и говорит, ну ты соберись, да. Поэтому здесь, конечно же, козероги первой декады, у вас сложноватая такая история, которая вот если вы сейчас расслабитесь, то вы можете даже, например, уплыть в долги, уплыть в измены, если в личной жизни, да. В финансах это долги, это когда состояние не хочется зарабатывать, не хочется смотреть на свою жизнь такой, какая она есть, хочется себе где-то ее приукрасить и хочется вот не жить в этой реальности, да, хочется вот как-то, ой, да у меня вот так вот вроде все хорошо, вроде как все нормально, но я вам советую максимально честно посмотреть на свою жизнь и пустить вот это настроение, пусть оно даже если у вас есть сейчас грустное, пустить все-таки в работу, в творческую работу, в финансовую работу, в социальный статус, в том числе в повышение по карьерной лестнице. Да, это будет делаться немножко сейчас пока сложновато, пока Сатурн не пришел, квадратуру не сделал. Просто когда подойдет Сатурн, там уже начнется работа такая очень мощная, да, то есть зима и весна 25-го будет такая более расплывчатая, здесь нужно искать мотивацию для того, чтобы делать состояние. А вот летом уже пойдет такая бушующая энергия, движение, когда нужно будет браться за работу, когда вы сами себе, если создадите себе вот этот аврал, то будет аврал. Постарайтесь не создавать себе аврал, постарайтесь вот так гармонично, вот как водичка, пластично сделать все, что вам вот не хочется, и максимально честно. Постарайтесь быть максимально честными. Не лгите себе, работа со страхами должна получиться очень хорошо, сработаться, потому что все равно потом уйдет это настроение и придут такие хорошие, классные аспекты, в которых вам захочется вариться. И после вот этого промежутка времени наступит все-таки, ребят, скажу, что через 2 года Сатурн уже будет совершенно в другом ключе с вами работать. И здесь, конечно же, там будет совершенно другой масштаб и размах. А сейчас вот есть такая эмоция уйти в состояние лени, ничего не делать. Возможно, я куда-нибудь убегу от своей реальности, перееду, сменю место дислокации, и мне станет хорошо. Если получится на этих аспектах, эмоциях переехать, то не ждите сразу, что вам очень сильно все понравится. То есть все равно уйдет примерно 2 года для того, чтобы вам там понравилось. И то есть вложить все равно нужно будет силы, все равно нужно будет вложить очень много эмоций. То есть, а если вы хотите переехать и думаете, вот я сейчас перееду, мне все станет сразу хорошо, так не станет. И вот это вот бегание в иллюзиях, да, потратит очень много вашего времени, самый ценный ресурс, поэтому здесь постарайтесь понять, что если вы собрались переезжать, и у вас давным-давно есть вот эта история, она может вам даться нелегко,
То есть вы потратите много эмоций и переживаний. В конечном итоге переживания через несколько лет отпустят, будет у вас там все равно все хорошо наладится, но не сразу. Через 1,5-2 года станет хорошо, совсем позитивный ключ, активность, бодрость, все это будет, и прирост, и финансово очень много. Но сейчас вот такой момент, козероги первой декады, момент подумать честно о своей жизни, куда вы идете, в каком направлении вы движетесь. Пока вот такие кармические задачи, по крайней мере первый год, вот сейчас 2025, будет у вас вот такой. Подумать, в каком направлении я хочу двигаться дальше, иду ли я в глобальное, иду ли я в реализацию, в масштаб своей жизни, где я хочу видеть свою жизнь, куда ли я хочу переехать, хочу ли я переехать, чтобы сбежать от себя, от реальности, или я просто хочу расширить свои горизонты, мне это душевно необходимо. То есть если вы переконвертируете все свои напряженные эмоции в позитивный ключ, то есть это не просто оголделый оптимизм такой, да, то есть вы четко себе дадите вот прям план, что вы хотите сделать, то есть это будет не иллюзорная какая-то вот такая история, а четкая и понятная прям по козерожьей. И тогда вы начнете заниматься всеми делами, например, переездом в том числе, сменой работы. Вы будете понимать, для чего вы идете на новую работу, да? Или же, например, кто-то захочет поменять отношения, потому что на таких аспектах тоже наступает сухость эмоций в отношениях, переходит такое состояние, когда хочется все разрушить, или же там, ну ладно, я не буду рушить, я с кем-нибудь на стороне погуляю и потом, возможно, приду. История будет длиться тоже в районе 2 лет. Пожалуйста, постарайтесь вот эти 1,5-2 года, пока кармические узлы будут идти по рыбам, это с 12 января 2025 года по 27 июля 2026 год, и там еще немножечко вас затянет козероги первой декады. Поэтому понимаете, что здесь очень важно глубоко, философски, мудро и приземленно подумать на свою жизнь. Все сферы жизни полностью просканировать, полностью пережить какие-то несостыковки, эмоции, печали, переживания для того, чтобы не нести это все дальше, для того, чтобы с этим разобраться и идти вперед, чтобы через 1,5 года у вас случился такой большой подъем, очень мощный, очень классный и очень интересный. Потому что скажу вам, что с лета 2025 начнутся уже такие очень мощные претензии. Юпитер переходит в знак Рака и будет делать оппозицию к вашим солнцам в транзитных картах козероги первой декады. Здесь будет максимальное количество вопросов и претензий к вашей нереализованности в личной жизни, в семейной жизни и в карьере, в социальном статусе. Поэтому здесь, конечно же, вот сейчас эмоциональная зима, день рождения ваш уже прошел, и вы думаете, что же делать дальше? А делать нужно вот что. Наводить порядок, разбираться со страхами, четко понимать, что вы хотите делать, и идти вперед. Ни в коем случае не убирать все желания, которые вам хочется. Нужно понимать, почему они с вами происходят, и четко вписываетесь ли вы в свои желания, или это просто у кого-то я подсмотрел, и я хочу так же. Не надо, как у соседа. У соседа, возможно, только трава зеленее, а начинка непонятно на чем растет. Поэтому понимаете, да? Вот такая история у козерогов первой декады. Козероги второй декады. У вас, конечно же, ребята, социальная реализация – это как из возможностей. Деньги, статус, работа, подъем выше, либо если вы не поднимаетесь выше и остаетесь на своем уровне, то тогда вы, скорее всего, будете предъявлять себе претензии. Идете ли вы вверх или не идете, почему не идете, смолодушничали или нет. Здесь за граница или переезд, 100% однозначно будете думать о переезде, и здесь переезд будет, я скажу, в хорошем ключе, поэтому если будете переезжать, для вас это хорошо. Не факт, что вы останетесь там навсегда, но эмоции положительные получите, настроение, что-то поменять, что-то изменить для вас тоже будет хорошо. И, конечно же, если вы человек осознанный и понимаете, что жизнь в другом месте, то есть если вы едете, например, за границу, будет совершенно разниться той жизни, которая есть у вас сейчас. И если вы переезжаете из одного района города в более, например, благоприятный,
то эта история хорошая. Понимаете, что вам нужно потратить очень много мудрых, эмоциональных, душевных сил для того, чтобы еще и финансовый поток под это подстроить, да. То есть вы понимаете, что переезд в более благоприятный район города вас, наоборот, в более расширить жилплощадь, да, получится очень даже хорошо, но здесь необходимо понимать, что для этого нужно просто больше зарабатывать, больше эмоциональных сил иметь, внутреннего резерва для того, чтобы вот это все в своей жизни вот так вот собирать, устаканивать, строить планы, идти вперед. И если же вы, наоборот, решили свой социальный статус понизить в связи с проблемами, в связи с переживанием, хотя здесь не должно быть так, наоборот, должно быть, потому что Сатурн сейчас идет по второй декаде Рыб, и значит уже у вас настроение вот куда-то переехать в место гораздо более, то есть не понизить социальный статус, а если вы хотите его, наоборот, понизить, история будет так себе, поэтому вам либо только вверх, либо за границу. И та история будет для вас хорошо. Ниже статусом нельзя. Если вы, например, хотите как-то вот сэкономить, тактика так себе. Нет, нужно наоборот больше двигаться, больше шевелиться, больше внутренних сил. Черпайте его из спорта, из планирования, сна, отдыха, вкусного здорового питания. Это будет вам только плюсики в карму, еще раз говорю, и тогда задачи для вас будут складываться очень даже классные, очень даже, ну, я хочу сказать, что такие хорошие, благоприятные, в положительном ключе будет получаться. Здесь главное иметь вот этот самый положительный настрой и не уходить, еще раз говорю, ребята, в иллюзии, не смотреть, как у соседа, не иллюзорный мир вот этот вот полностью убрать, потому что здесь, конечно же, настроение того, что хочется вот немножко как бы подрасслабиться, но нельзя, ребят, нельзя расслабляться. Мы движемся в мир очень интересный, активный и бурный. И здесь, конечно же, нужно двигаться только вперед, только мощно. Ну и, естественно, здесь только такие очень сложные, интересные задачи, с чем я вас и хочу поздравлять на самом-то деле, дорогие козероги второй декады. Останавливаться нельзя. Если остановитесь, будете сожалеть об упущенных выгодах и возможностях. Если приложите максимум усилий на социальную реализацию, на подъем социального статуса в работе, в финансах, тогда будет, конечно же, переезд здесь тоже очень хорошая идея. Тогда вспомните этот момент как очень важный момент в вашей жизни, в который вы сделали очень много и реализовали того, чего вам в принципе хотелось в молодости, в такие яркие годы своей жизни. И это очень хорошо. Идите вперед, я вам только это советую, потому что это принесет вам те самые положительные эмоции. Ну и козероги третьей декады у вас, ребята, конечно же, что? У вас из возможностей это финансовый подъем, это новые проекты, однозначно, максимальное внедрение в новых проектах, в моментах строительства, создания будущего, IT, компьютерной сферы здесь тоже очень хорошо будут у вас идти, еще 1,5 года однозначно. В общем, подъем в работе, изменится у вас социальный статус, у кого-то изменится в карьере, у кого-то изменится в личных, любовных, семейных отношениях, и это очень даже хорошо, я вас с этим поздравляю. Конечно же, здесь еще даже вот в первом полугодии 2025 года смена социального статуса тоже, приход финансов тоже. Здесь главное ни от чего не отказываться. Если вы ждете и хотите спланировать, вот сейчас я поработаю, а потом я займусь личной жизнью, или вот наоборот, я сейчас вот займусь личной жизнью, а потом я буду работать. Ребят, вот у вас так не будет. Вот вам нужно прям все и сразу. И личная жизнь, и жениться уж если затеяли, и деньги зарабатывать, и недвижимость приобретать, и со всеми договариваться, и семью в гости звать. Здесь все вместе. Здесь вот вы меня спросите, а почему так много? Вот говорю, козероги третьей декады у вас много. Вот у вас много, дела все классные, дела все положительные, дела активные, не требуют отлагательств, да, уже нужно делать очень сильно, очень мощно. Не сделайте сейчас, через годик-другой будете сожалеть, потому что сейчас, если наработаете финансы, наработаете социальный статус, то настроите вот
вот этот финансовый поток вот просто вот так в гору, пока Сатурн вот делает классный гармоничный аспект вашему Солнцу, да, будут делаться дела, которые вот очень мощные, вот такие классные, тяжелые, сложные, будут делаться с таким задором, настроением вместе с Ураном. А если вот помедлите, то к зиме 26 года уже не так будут идти классно финансы, но если вы сейчас все это настроите, то там еще больше подъем. А если вы сейчас ничего не настроите, то там, естественно, будет очень сложный, трудный заработок. Поэтому я вам сейчас говорю, берите от жизни все. Кто собрался строить дом, покупать недвижимость, точно так же сейчас вам говорю, то есть если есть возможность, если есть сбережения, вкладывайтесь в недвижимость, расширяйтесь, покупайте свой первый дом, все операции с недвижимостью у вас карт-бланш, первой половине 2025, это 100% однозначно, потом, конечно же, будет только у этого получаться с этой историей только у козерогов, кто родился в последних 5 чисел третьей декады. Поэтому здесь понимаете, ребят, что необходимо максимально сейчас вот заняться своими делами. Что касается личной жизни, очень хорошие аспекты сейчас на любовь, на отношения, для того, чтобы выходить замуж, жениться. Очень хорошо. Заводить ребенка, в том числе тоже очень хорошо. Ну, естественно, понимайте, что для всего вот этого вам необходим 100% финансовый поток, потому что все это будет, естественно, давать вам большой, просто невероятный выплеск эмоций, радости и счастья. Ну, естественно, на это все нужны финансы, средства, и для того, чтобы потом не просесть где-то в работе, да, необходимо, чтобы вот поток вот шел вот так вот хорошо. И если вы сейчас вот так вот на свою лыжню вот так встанете, подниметесь и получите то, что давно хотелось. Конечно же, эмоции здесь должны быть радости, эмоции здесь должны быть четкие, продуктивные, понятные и без иллюзий. Да, ребят, здесь без иллюзий, если вы четко смотрите на своего партнера и понимаете, кто это ваш партнер, и если вы понимаете, как человек ведет себя в ссоре, в каких-то сложных ситуациях, в ситуациях финансовых потерь, например, да, в ситуациях личных отношений, в умении договариваться. То есть трезво смотрите на свою вторую половинку. Если вам вот без вот этого, так сказать, флера, да, вот если без этого флера вам все нравится и хорошо, потому что вот это вот состояние влюбленности, оно уходит, да, естественно, когда появляются такие обычные житейские трудности, оно уходит. И здесь нужно понимать, что рядом есть человек, и вот все эти истории, потому что когда вот такой большой подъем, всегда есть эмоции. И эти эмоции, как правило, мы сами разрушаем свою жизнь. Когда много таких эмоций, держите себя под контролем в том числе. Я не говорю о том, что нельзя козерогам радоваться, да? Можно, конечно, радоваться, но это может быть эмоциональные качели, либо это будут стабильные такие приятные эмоции радости, в которых вы будете понимать, да, вот с этим человеком я в разведку, и вот мне классно будет провести там очень много лет вместе, потому что аспекты сейчас на брак хорошие. И если уж вы решили, дорогие козероги, то тогда стройте свою личную жизнь, и будет у вас хорошо. Ну и, конечно же, если вы честно, сейчас говорю всем козерогам первой, второй и третьей декады, да, ребят, вот если вы честно посмотрели на свою жизнь, да, вот, и она вам не нравится, да, вы хотите в ней что-то поменять, пусть это социальный статус, либо это личная жизнь, вы четко понимаете, что вы хотите поменять, где вас что не устраивает. И эта история, которая, знаете, ребята, очень важна. Потому что если вы вот сейчас с иллюзиями зайдете в эти 1,5 года, да, то через 1,5 года не будет всех тех мощных, классных, потрясающих возможностей, а будет, конечно же, момент переживания, эмоциональные качели, претензии и все несостыковки характеров, которые могут быть как и в профессиональном поприще, так и в личном. Поэтому здесь, пожалуйста, имейте ответственность всю козерожью, что если уж вы взяли за свою жизнь, так идите вперед и достигайте все, для чего вы, в принципе, пришли сюда, на эту землю. Потому что козерог — это, во-первых,
самый приземленный знак зодиака, который всегда трезво смотрит на свою жизнь, и входите в эти 1,5 года как раз-таки с полной абсолютной трезвостью, с честностью. То есть если вы будете максимально честны с собой, разбираться со своими страхами, то есть разговаривать честно со своими вторыми половинками, то тогда жизнь будет очень хорошей. То есть жизнь вам будет благодарна, и тогда кармические плоды у вас будут очень классные. Максимально включайте честность, не злость. Злость тоже, возможно, будет, потому что эмоций очень много на ближайшие 1,5 года. Игра стоит свеч, как говорится. Но на этой арене вы должны быть победителями. Неважно, козерог вы первой декады, второй или третий. Поэтому, ребят, у меня вот такая раскладка по вам. Я, конечно, желаю вам прекрасно, вот козероги сейчас у меня остались третьей декады, пройти вот этот момент своего дня рождения, прочувствовать вот эту ингрессию кармических узлов, поставить себе план вот такой масштабный, да, нарисовать себе то, что вы хотите, чтобы это было не вот так иллюзорно, а я вот так хочу. А почему вот так хотите? Честно себе вот здесь ответить. И я смотрю, что это самый долгий гороскоп, записанный у меня вообще для всех знаков. Ну вот, козероги, радею вас, хочу, чтобы у вас все получилось. Вы у меня молодцы, даже если в какие-то моменты вам кажется, что вы не молодцы. Ну, мы все иногда думаем, что мы не молодцы, теряем веру в себя. Но на ближайшие 1,5 года нужна вот очень сильная такая вера в себя, в свои силы, такая материальная вера, такая ответственная вера, без каких-либо иллюзий. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам продуктивности и положительных эмоций. Даже среди напряженных событий ищите плюсы. То есть все те моменты очистки, которые будут происходить у вас в жизни, смена окружения, у кого-то обнуление, у кого-то нежелание идти вперед, смена работы. То есть здесь понимайте вот эту историю, что это необходимо. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.